Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. В этом видео у меня к вам такая вот важнейшая информация, я бы сказала, потому что сегодня уже 12 февраля и, очевидно, пора заниматься рассадой. Поэтому будем говорить о том, зачем нам нужна рассада, почему нужно выращивать растения через рассаду, и как создать самые благоприятные условия для того, чтобы ваша рассада удалась. Ну, вот таким будет примерно план моего сегодняшнего диалога с вами. Ну, начнем, пожалуй, с того, почему мы выращиваем растения через рассаду. Ответов на такой вопрос будет несколько, вернее, даже один ответ, но он будет сформирован с нескольких пунктов, которые помогут вам объяснить, почему мы получим только положительные результаты от того, что мы выращиваем рассаду. Ну, во-первых, вам не нужно для выращивания рассады много площади посевной. То есть у вас там есть 1-2 контейнера или там 2-3 небольших мини-теплички, и вам этого достаточно, чтобы вырастить массу растений, потому что пока они растут, они еще совсем крошечные, совсем маленькие. Это первый момент, важный момент. Посевные площади минимальные. Второй момент. На таких небольших пространствах нам совершенно легко сделать благоприятные условия для выращивания этих маленьких детенышей. Их можно согреть, их можно покормить, их можно полить, и все это не займет у вас ни много времени, ни много сил. Тоже важный момент. Третий момент – это то, что за счет перемещения в теплые края этих маленьких растений, создание им сразу этих тепличных условиях, вы провоцируете их рост намного раньше, чем если бы они росли в условиях открытого грунта. То есть по факту вы на 20-30% даете фору вашему будущему урожаю. Делаете такой подскок, я не знаю, почин, как это еще назвать, ускоряя сам вегетационный период растения, то есть начиная его на 1,5-2 месяца раньше, чем если бы это растение росло в обыкновенных условиях открытого грунта в вашей климатической зоне. Ну и еще один важный плюс в выращивании рассады, то, что мы экономим семена. Если вы посеете пакет семян в почву, то, конечно, там схожесть будет 50-60%, а если вы посеете те же семена поштучно в рассадные ящики или в кассеты, или в рассадные горшки, конечно, схожесть будет намного лучше, 90-95%, даже и 100%. Согласитесь, при сегодняшних условиях выращивания рассады и дороговизне семян это очень важный фактор. Наконец, еще один такой позитив от того, что мы выращиваем именно растения через рассаду, это то, что вы можете значительно расширить свой ассортимент. Например, мы никогда не сможем вырастить перцы в открытом грунте, потому что у них вегетационный период 120-140 дней. Они просто не успевают за теплый период нарастить и массу листовую, и начать цветение, бутонизацию и создать плоды. Не хватает тепла. А если вы выращиваете перцы через рассаду, конечно, они у вас успеют все это сделать. Вот такой он полный перечень позитивов от того, что вы будете выращивать свои растишки через рассаду. Еще один такой плюсик, это то, что через рассаду можно вырастить самые ранние овощи и за счет этого получить очень ранний урожай. Согласитесь, не очень хочется покупать тепличные овощи, которые, вы знаете, растут в жестких условиях фунгицидов и гербицидов, их применения, поэтому хотелось бы все-таки есть органическую пищу и пищу, которая бы приносила вам здоровье, а не болезни. Поэтому очень рекомендую выращивать свои растения через рассаду. Теперь поговорим о температурном режиме, который нужен для растений, если вы выращиваете их рассадным методом, рассадным способом. Конечно, чтобы получить хорошие и крепкие растения,
из маленьких и мелких семян нужен теплый период времени, вернее даже период с подогревом. То есть вы должны создать такие условия, чтобы растение быстро развивалось из семени. Для этого температурный режим процесса прорастания семян должен быть в пределах плюс 20, плюс 25, даже для некоторых особенно теплолюбивых растений плюс 28 градусов. То есть, представляете, например, петуния, она любит плюс 28. Хотите, чтобы быстро взошли такие семена, согревайте их до плюс 28. Томаты, перцы любят плюс 20, плюс 25, даже лучше плюс 22, плюс 25. Они тоже взойдут намного быстрее, чем если бы вы их проращивали при плюс 18 и при плюс 20. Даже хочу сказать откровенно, что температура плюс 18, плюс 20, она плохо влияет на прорастание семян. Они могут даже загнить. Потому что такие условия, что вместе с семенами развиваются и болезнетворные бактерии и грибы в таком вот температурном режиме. Поэтому имейте в виду. Теперь поговорим о том, почему начинаю вот посевы с середины февраля. Ну, потому что уже достаточно много солнечного света и световой день такой по продолжительности, что его достаточно, чтобы растения могли даже расти и без подсветки. Те огородники, у кого с подсветкой туго, у кого со светом туго, вот самое время посеять, и где-то начиная даже с середины января для некоторых растений, для таких, которым не особо важна длительность светового дня, например, для таких как капуста, для сельдерея, их можно уже сеять с 15-20 января. В этих числах начинается в моей климатической зоне световой день составляет примерно 10 часов, и этих 10 часов вполне достаточно, чтобы вырастить рассаду без подсветки, просто на подоконнике. Ну а в феврале, конечно, в середине февраля уже достаточно светло. День прирастает, световой день прирастает. Каждый день 5, 7, 10 минут добавляется, начиная с 21 декабря. И как следствие мы получаем больше солнечного света, и растения растут лучше. Поэтому вот середина февраля самое то для того, чтобы начинать посевы. Итак, некоторые моменты мы обговорили. Теперь хочу вас спросить и себя, с чего же начать? Вот, посев рассады, с чего же начать? Ну, начинать надо с изучения календаря огородника. А если проще, то лунного календаря, потому что Луна — это такой огромный небесный объект, который влияет не только на состояние самочувствия человека, но и на развитие растений. И если вы собрались начинать посевы, то выберите благоприятные для посева в лунные дни. Ну, тут я не буду сильно углубляться в философию, почему это так и каковы причины этого. Скажу только так. Здесь работает физика приливов и физика гравитации. Луна — это огромное космическое тело, которое имеет свойство притягивать воду или же ее отпускать. Вот приливы — это моменты, когда Луна очень притягивает водные ресурсы на Земле, а отливы, когда она наоборот их отпускает. И говорят, что душа ушла в пятки, да? Но на самом деле эта вода уходит в пятки, если мы имеем дело с убывающей Луной. То есть начинается отток воды в клеточном аппарате растений и в их системе капилляров вниз, к корням. И в таких случаях, если Луна убывающая, то лучше, конечно, заниматься теми растениями, которые представляют собой корнеплоды. Это луковичные, это картофель, это свекла. Из цветов это тюльпаны, лилии. Вот в этом диапазоне работаем. Если же Луна растущая, то как раз самое время сеять, самое время пересаживать, потому что это как раз хороший период для того, чтобы растение быстрее приживалось и быстрее начинало интенсивный рост. Говорят, есть такой термин лунной весны. То есть если Луна прибывает, у растений начинается вот такой весенний период бодрствования, бурного развития. Поэтому
Внимательно изучите календарь и напишите себе те дни, которые будут благоприятными для развития вашей рассады. Ну, я от себя скажу, что сегодня 12 февраля, сегодня день полнолуния. Завтра с 13 начинается убывание Луны, и оно будет продолжаться до 28 февраля. 28 февраля и 1 марта у нас новолуние. И затем уже начинается рост. Но эти дни не стоит терять, дни убывающей Луны. Можно все равно посеять те культуры, которые нуждаются в длительном вегетационном периоде. И пока они будут прорастать, пока они будут формировать корневую систему, особо солнышко им не нужно. А как раз нужна вот эта среда, которая находится в почве. Поэтому тут вы ничего не потеряете. Лучшие дни, когда убывающая Луна будет как бы подспорьем для ваших посевов, это дни 14 и 15 февраля, затем 18 и 19, и следующий период это 22 и 24 февраля. Дальше остается буквально 1-2 дня, это 27 и 28, но уже Луна приходит практически в период новолуния, поэтому не старайтесь эти дни использовать для посевов, обойдитесь, подождите, пока Луна перейдет в следующую фазу, уже в фазу растущей Луны. А теперь буквально несколько слов о том, как подготовить грунт к посеву семян. Сказать, что вот просто так взять грунт и сразу в него сеять, это ничего не сказать. Потому что в первую очередь грунт должен быть практически как бы на позитиве по отношению к вашим растениям. То есть в нем не должно быть вредных патогенных микроорганизмов, грибов и бактерий. А во-вторых, он должен быть плодородным, и в-третьих, он должен быть теплым. То есть первый момент — это нам надо продезинфицировать грунт, очистить его от патогенов и микроорганизмов. Второй момент — нам нужно его хорошо удобрить. И третий момент — это нам нужно его прогреть до температуры не меньше, чем плюс 15 градусов. Значит, чем очистить грунт? Здесь может быть вариантов достаточно много. Самые простые — это прогрев или же замораживание. То есть тут работаем как? Работаем на стрессе. Заморозить грунт можно и в холодильнике, и на улице, если у вас слишком холодно. Прогреть грунт можно в духовке до температуры 50-60 градусов, в каком-то термошкафу. Или же можно прогреть просто кипятком, для того, чтобы не дать патогенам поднимать голову. Что происходит, когда вы прогреваете или замораживаете грунт? При заморозке грунта споры грибов капсулируются, переходят в такое вот спящее угнетенное состояние, а при прогреве вы наоборот разрушаете их белковые структуры и таким образом очищаете свои почвы от патогенов. Это вот такие самые простые способы. Если не любите греть или замораживать, значит можно пользоваться фунгицидами. Фунгицидов масса. Сейчас химическая промышленность этим как бы насытила рынок достаточно. Это может быть и медный купорос, и ридомил, и фундазол, и энергодар. То есть все те препараты, которые работают от корневых гнилей, помогают вам, и от различных грибковых инфекций, таких как мучнистая роса, мильдью, как пироноспороз. То есть все это надо задавить в корне, пока еще ваши растения не проросли в той почве, которую вы им предоставили. И в этом вам помогут фунгициды. В крайнем случае, если фунгицидов нет, можно сделать обыкновенный водный раствор перманганата калия. То есть обыкновенная марганцовка, розовенький такой раствор, которым пролить хорошо почву, потом ее просушить, разрыхлить и уже потом сеять семена. Это вот такой простой способ применения фунгицидов. Еще один способ — это применение золы и извести. И зола, и известь — это такие щелочи, которые работают с грибами очень агрессивно. Они заставляют их погибнуть, скажем так. Пропорции довольно простые. Стакан золы и стакан извести. Причем
С известью, конечно, не переусердствуйте, потому что она достаточно жесткая. Ее ложат обычно в почвы, которые готовят для капусты. А вот зола, она везде пойдет. И для огурцов, и для перцев, и для томатов, и для той же капусты. Зола работает очень хорошо. Достаточно мягкий такой ощелачиватель почвы и хорошо воздействует на патогенные бактерии и грибы. Добавьте в ваш субстрат стакан золы, перемешайте хорошо, дайте почве отдохнуть и потом уже сейте. О почве и о том, как ее подготовить, мы поговорили. Еще раз напомню. Значит, нужно ее сначала продезинфицировать, а потом прогреть. Ну и после того, как вы продезинфицировали и прогрели, ее можно еще и немножко удобрить. Чем удобрить? Если у вас есть хороший перегной, если у вас есть хороший компост, то можно добавить часть компоста и часть перегноя, и это уже будет как бы исходным сырьем для ваших молодых растений. Ну а если ни компоста, ни перегноя у вас нет, то можно добавить просто минеральное удобрение из расчета полноценного комплексного удобрения, например, 20-20-20, если у вас есть такие удобрения, положить 20 граммов такого удобрения, проще говоря, ложку столовую на ведро субстрата, и этого будет достаточно. Хорошо размешать, и ваш субстрат будет обогащен практически полноценными удобрениями. Ну, если комплексного удобрения нет, в таком случае делаем коктейль. Берем 20 граммов азотного удобрения, ложку, 3 ложки фосфорного удобрения и ложку 1,5 калийного удобрения, можно даже 2. То есть, например, это может быть аммиачная селитра 20 граммов, 60-80 граммов суперфосфата и 25-40 граммов сульфата калия, калийного удобрения. И это та смесь, которая поможет вашему субстрату быть практически полноценным для выращивания рассады. Ну вот, собственно, все, что я хотела вам сегодня рассказать перед тем, как вы начнете сеять семена на рассаду. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ну, по крайней мере, я старалась, чтобы оно было таким. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал. Если видео понравилось, прокомментируйте, поставьте лайк. Я буду вам очень признательна. Всем пока, хороших урожаев!